Войска пошли вперед, освобождение десятков населенных пунктов, сотни квадратных километров возвращены. Официальное заявление. Внезапный раскол. Один из наиболее надежных соратников Путина взбунтовался. Отказ от участия в войне, подготовка к большому конфликту, гибридные операции против стран Балтии готовы. Неожиданная находка на границе. Ближайший союзник Москвы бьет по экономике РФ. Проблемы с логистикой возникли еще на одном участке. Олигархи против ветеранов. Сын миллиардера конкретно наехал на участника СВО. Об этих и других событиях к утру четверга, 13 августа. Четверг на дворе, до выходных рукой подать, но новости ждать не любят. В эфире «Нехта», с вами Олесь Корниенко. И начинаем с хороших новостей. В отличие от ежедневной бравады и фейков со стороны военного ведомства захватчиков, Киев в последнее время делился новостями с фронта скупо. Но во время совещания высших военных руководителей и Владимира Зеленского были озвучены впечатляющие цифры. По операції, якщо можна, Михайло Васильович, скажіть, будь ласка, які у нас результаты? Как доложил новый главком Михаил Драпатый, с конца января ВСУ освободили 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. Общая площадь возвращенной территории составила 745 квадратных километров. Путин принял участие в учениях военно-морского флота. Нет, так это выглядело годы тому. Теперь организатор движухи даже тут, в Южно-Сахалинске, в нескольких тысячах километров от украинской границы, решил не задерживаться на палубе. Причем после этого мужественного шага гостю пришлось сменить штаны. Ну и не только. Вот он в гражданском костюме, а вот он уже в образе морячка. Здравия желаю. Больше на палубе главнокомандующий не появлялся, погрозив из трюма не только Европе, но и Японии. Впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию источником основных угроз. Но на борту крейсера «Варяг» верховного главнокомандующего ждал позорный сюрприз. Оказалось, что тот самый легендарный корабль, который горд и врагу не сдается, был построен не в России. Бронепалубный крейсер «Варяг» был заложен в 1897 году на стапеле в Филадельфии в США. Путин промолчал, вытирая губы, а Песков разрешил вот эту страшную военную тайну показать на всю страну. Как думаете, а хотя бы главный экспонат музея, портрет моложавого Путина, сделан в России? Страны Балтии усиливают границу с Россией и Белоруссией ускоренными темпами. Правительство Литвы одобрило предложение Минобороны выкопать вдоль границы с Калининградской областью и Белоруссией оборонительные рвы. Их обычная ширина составит около 20 метров, а на отдельных участках, которые определит армия, может достигнуть 150 метров. На проект хотят потратить около 50 миллионов евро. Параллельно власти решили восстанавливать болото, чтобы сделать местность труднопроходимой для тяжелой военной техники. Кроме того, в стране увеличат число так называемых парков контрмобильности. Там будут хранить противотанковые ежи, зубы дракона, колючую проволоку и другие заграждения, которыми в случае угрозы можно быстро перекрыть дороги. Но и с другой стороны тоже копают. Латвия обнаружила неприятный сюрприз от Лукашенко. Местные пограничники впервые наткнулись на подземный тоннель, ведущий из Беларуси. По нему в страну проникла группа нелегальных мигрантов. Но кто знает, не полезут ли через такие сооружения и зеленые человечки. Мы хотим сказать тем, кто это организует, пожалуйста, передайте им это сообщение. Мы положим этому конец. Операция «Оборотень» началась, и
она положит конец этой организованной деятельности, потому что мы задействуем все наши ресурсы, как военные, так и другие. И случай уже не выглядит экзотикой. В Литве только в текущем году зафиксировали уже 12 попыток проникновения через такие подземные тоннели со стороны Беларуси. Причем некоторые из них уже не напоминают норы, только настоящие шахты. Как думаете, такие сооружения можно незаметно построить без ведома силовиков Лукашенко? Тот, на кого Путин десятилетиями надеялся больше всего, не спешит помогать. Об этом пишут уже в западной прессе. Рамзан Кадыров отказался массово посылать чеченцев на войну против Украины. Об этом The Economist рассказал не кто-нибудь, а источник, близкий к руководству Чечни. Какими бы ни были интересы Москвы в Украине, мы бесконечно далеки от них. При этом публично Кадыров заявлял, что Чечня подготовила и отправила на фронт более 70 тысяч человек. Чеченская республика продолжает принимать активное участие в спецоперации. Но подтвержденных погибших чеченцев, по данным медиазоны, всего около 540. Такой разрыв объясняют тем, что так называемые чеченские подразделения массово набирают добровольцев из других регионов. Даже в Ахмате, по словам его командира Апти Алаудинова, чеченцы составляют лишь около четверти бойцов, а самим чеченцам, утверждает источник The Economist, якобы советуют, цитирую, не слишком усердствовать и беречь себя. Ну и какой прок режиму от этого пехотинца Путина? Дон. В российской неволе находятся не только украинские военнопленные, но и гражданские лица, а число таких заложников Путина поистине страшное – 16 тысяч человек. Такую оценку привела помощница генсека ООН по правам человека Клаудия Фуэнтес-Хулио. По ее словам, пытки и жестокое обращение с пленными носят систематический характер. На днях эту же тему подняла известная сторонница Трампа, блогер Лора Лумер. То, что делают с украинцами в российском плену, должно потрясти каждого жителя Америки. Их пытают электричеством, загоняют иглы под ногти, насыпают соль на раны, их морят голодом, инсценируют казнь. Россия называет себя защитником христианской цивилизации. В российских камерах пыток нет ничего христианского. Это демонический режим. Американцы должны знать правду о Владимире Путине, кто он на самом деле и что делает с украинцами, добавила активистка. Может, к ее словам прислушается и самый влиятельный американец. На дороге через оккупированные территории Украины российские фуры подстерегают украинские дроны. Но и на территории союзника Москвы дальнобоев ждет неприятный сюрприз. В Беларуси начали массово задерживать фуры из Калининграда, формально на экспертизу. По данным российского издания «Клопс», под проверку попали уже около 300 тягачей. После пересечения литовско-белорусской границы водителям сообщают, что машину нужно оставить для проверки документов. И вот тут начинается самая интересная экспертиза. Может занять не несколько часов, а недели и даже месяцы. Перевозчикам приходится срочно искать другие тягачи, чтобы забрать прицепы и не сорвать поставки. Компании жалуются на убытки, а калининградские грузовики тем временем застревают в Беларуси. А ведь когда-то Евразийский экономический союз, в который Путин загонял соседних постсоветских диктаторов, рисовали аналогом ЕС. Всем были обещаны свободное движение товаров, капиталов и рабочей силы. Вот так выглядят союзы на деле, если их заключают коварные диктаторы. Депортировать, если не работаешь. В Польше большинство опрошенных поддержали идею высылать украинских мужчин призывного возраста, если у них нет легальной работы. По данным опроса Ибрис, за такую меру выступили 67% респондентов против 23%. Инициативу ранее предложила оппозиционная партия «Право и справедливость». Но эту идею поддерживают не только правые.
Эффектные и результативные украинские дальнобойные удары по складам и НПЗ врага даются дорогой ценой. Пробивать российскую ПВО приходится буквально роем дронов. Украина постепенно решает проблемы с навигацией собственных дальнобойных ракет, включая «Фламинго», однако по точности и малозаметности они пока уступают западным аналогам, пишет Associated Press. По оценкам экспертов, российскую противовоздушную оборону преодолевает лишь 5-9% запущенных Украиной средств поражения. Хотя дальние операции становятся все масштабнее. По данным агентства, в июле Украина провела втрое больше таких атак, чем в январе. Но психологический эффект от дальнобойных санкций Киева все более очевиден. Кремлю приходится отменять массовые мероприятия, а Путину забираться все дальше на восток страны. Вам нечего бояться. А я никогда ничего не боялся. Но тут стало известно о еще одном казусе. Всероссийский слет операторов беспилотников «Дронница» в Новгородской области отменили из-за угрозы налета украинских беспилотников. Жара в Европе – это не только пожары и отключение АЭС. Чехия может собрать худший урожай зерновых за последние 14 лет. Во многих регионах показатели уже просели на 30-40%. Под ударом пшеница, ячмень, кукуруза и кормовые культуры. Более половины страны страдает от сильной засухи, а влажность почвы приближается к критическому уровню. Фермерам уже не хватает сена, поэтому скот приходится раньше переводить на запасы кормов. Если засуха затянется, аграриям, возможно, придется сокращать поголовье. Власти пока успокаивают. Голода и резкого скачка цен не ждут. Помогут прошлогодние запасы и импорт. Только глядя на европейские реки, невольно задаешься вопросом, а что же будет в ближайшие годы? Очередная новость из России, которая тянет на готовый сценарий. Сын миллиардера наехал на участника СВО. Причем наехал не в переносном, а в буквальном смысле. В Екатеринбурге фиолетовая ламборджини отпрыска крупного бизнесмена Игоря Алтушкина влетела в жилой дом и сбила 23-летнего участника войны против Украины. Этот герой в кавычках недавно вернулся с фронта не вполне целым и ходил на костылях. Теперь у него дополнительные множественные переломы и черепно-мозговая травма. Водитель тоже пострадал. По данным СМИ, машина принадлежит Давиду Алтушкину, сыну владельца русской медной компании. На спорткаре числятся 16 штрафов за превышение скорости, а сам пострадавший оказался персонажем с мрачной биографией. До войны его арестовали по делу о похищении человека, после чего он подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт. Но, как выясняется, опасаться ветеранам стоит не только встречи с украинскими воинами. Спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за лайки и комментарии. Увидимся вечером.